Сейчас чуть-чуть опущу вас пониже. Фон готов, почти все готово. Сейчас губы намажу, и какая-то фигня на носу вскочила очень вовремя. Don't worry, be happy. Пошла все настраивать, и наш заключительный 4-й ролик начнется через 3, 2, 1. Вот такой переходик. Так, сегодня хочу поговорить о том, что вот когда вы все продумали, разбили цели на части и даже сделали первый шаг, но вместо обещанного прилива сил чувствуете такое глухое нежелание продолжать. Вроде и задача простая, и времени занимает всего 5 минут, но вы находите любой повод, чтобы к ней не приступить. И в голову сразу лезут мысли. Наверное, это просто не мое. Или мне просто не хватает силы воли. Но на самом деле это никакая не лень и не отсутствие мотивации. Дело не в том, что ваша цель перестала быть про вас. Это момент, когда ваши мысли и планы наконец-то становятся реальностью. Пока изменения были просто мечтой в вашей голове, когда вы плавно лежали на диване, все это было в зоне безопасности. Но как только вы сделали первый шаг, ваш внутренний охранник проснулся и забил тревогу. Кстати, для тех, кто зашел к нам впервые, мы здесь учимся слышать свои истинные «хочу» и двигаться к ним без насилия над собой. Если вы чувствуете, что буксуете в самом начале пути, я рекомендую просмотреть вот эти предыдущие видео по темам, которые были пред той, которую мы сейчас обсуждаем. И также хочу сказать, что ссылки на них также будут в описании к этому видео. Продолжаем. Ну а сегодня мы разберемся, как не бросить начатое в самый важный момент и почему внутри возникает этот ступор, даже когда у вас есть четкий план и даже понятные шаги. И, пожалуй, знаете, в чем главная ловушка? Мы привыкли думать, что если путь твой, то все вообще должно идти как по маслу. Но правда в том, что наша психика сопротивляется не только плохому, она сопротивляется любым переменам. Когда мы просто лежа на диване мечтаем, наш мозг спокоен, в реальности ничего не меняется, энергия вообще никуда не тратится и не уходит. Но как только вы совершаете реальный физический шаг, система понимает: ого, все серьезно? Сейчас привычный уклад жизни начинает меняться, и она включает тормоза. Поэтому сопротивление – это не повод бросать. Наоборот, это индикатор того, что вы вышли из режима фантазии и наконец-то начали действовать по-настоящему. Если вам стало неохота делать даже просто шаг, это сигнал, что вы наконец-то коснулись реальных изменений. И дело здесь в том, что пока вы просто планируете, вы тратите силы впустую. Это как буксовать в сугробе. Мотор ревет, бензин горит, но вы продолжаете стоять на месте. И сопротивление, которое вы почувствовали сейчас, это признак того, что ваши колеса наконец-то зацепились за твердую почву. Да, это ощущается как тяжесть, но именно в этой точке ваша энергия начинает превращаться в результат. Когда вы преодолеваете это глухое «не хочу», не через насилие, а через понимание процессов, вы получаете доступ к совершенно другому объему сил. Вы перестаете быть человеком, который хочет хотеть, и становитесь тем, кто реально меняет свою жизнь. И знаете, пожалуй, ценность этого момента в том, что за слоем сопротивления всегда скрывается самый большой драйв. А как только вы делаете этот неохотный шаг, страх разжимается. И вы чувствуете: ого, я могу! Оказывается, это не смертельно, и есть момент обретения настоящей опоры на себя. Но как же все-таки договориться с самим собой? Вместо того, чтобы в очередной раз включать внутреннего командира и заставлять себя через силу, попробуйте другой подход.
А когда вы чувствуете этот ступор, признайте его и скажите себе: да, мне сейчас очень не хочется это делать. И это нормально. Моя психика просто пытается меня защитить от перемен. Как только вы перестаете бороться со своим сопротивлением, оно перестает забирать у вас большое количество сил. Договоритесь с собой, что вы делаете этот микрошаг всего в течение 2 минут. Не нужно выполнять всю задачу целиком. Не нужно гарантировать себе грандиозный успех. Ваша единственная цель – просто быть в этом процессе всего пару минут. В 90% случаев самое сложное – это преодолеть инерцию покоя. Как только вы начинаете, ваш внутренний охранник видит, что небо не упало на землю, и расслабляется. И вот тогда на смену этому состоянию приходит тот самый драйв, который вы так долго искали. Все, о чем мы говорили сегодня, это база. Умение слышать себя и бережно делать первые шаги – навыки, которые останутся с вами навсегда. Но важно понимать, если ваша цель большая, впереди у вас еще сотни и тысячи таких шагов, и каждый раз тратить силы на то, чтобы уговаривать себя и заново договариваться с сопротивлением – это путь, который требует колоссального ресурса. Я уже подобный пример приводила, но это все равно похоже на езду на мощном автомобиле, но с затянутым ручником. Вы вроде двигаетесь, но тратите в 10 раз больше сил, чем нужно, а механизм при этом работает на износ. Гораздо продуктивнее один раз разобраться, что именно в вашем случае раз за разом включает эти самые тормоза. И причин может быть несколько. И когда вы находите их, понимаете, как они устроены и от чего вас защищают, необходимость в постоянных уговорах отпадает. И это именно то, с чем помогает справиться специалист вроде меня. В личной работе мы вместе находим и разблокируем те самые тормоза, которые мешают вам ехать свободно. Совместная работа со мной позволяет вам увидеть ситуацию в полном объеме и на той глубине, которую сложно порой бывает разглядеть самостоятельно, находясь внутри процесса. Если вы чувствуете, что готовы сделать свое движение более естественным и быстрым, я приглашаю вас в личную работу. Всю информацию о том, как я работаю, на каких условиях и куда писать, чтобы записаться ко мне на консультацию, есть по ссылке в описании к этому видео. Там же указаны контакты для связи. И в заключение хочу сказать вам: действуйте бережно и слушайте себя. А с вами была Алла Сидоровская. До встречи в следующих видосах. Муа!